Подошли мы к своему давнему партнеру, с которым мы работаем довольно давно, но, может быть, не так много, как хотелось, потому что это специфический продукт. Это более такой промышленный производитель, компания Dadox, производство Франции. Dadox – это фамилия самого владельца, он, кстати, тоже на стенде, возможно, мы к нему подойдем. Компания специализируется на промышленном оборудовании, довольно-таки, такой средний сегмент, не маленький ресторанный, а такой для небольших цехов производственного оборудования, да. Топчик такой, то, что продаем и в нашем регионе интересно, это пресс для карбонадов, так скажем, или для каких-то мясных изделий. То есть идея какая? То есть, допустим, чтобы карбонады разбить, надо молотком стучать много времени. Или специальные тендерайзеры, которые, в принципе, разбивают волокна, но не сам продукт. То есть руками все равно надо добивать и делать вот эту скажем, форму карбонада. Вот такой аппарат от компании Dadox, он позволяет облегчить эту всю ситуацию и, возможно, брать лишнего человека в смену, сэкономить кучу денег. То есть если у вас большой спрос на карбонады или куриный гирос, или говяжьи рулеты, или все, что связано с говядиной, курицей или с любой мясной продукцией, ее надо разбивать, вот этот аппарат вам поможет. То есть подойдем, посмотрим его техническую часть. Сюда кладется кусочек мяса, закрывается. Тут настраивается толщина блина, и потом закрывается. Вот сейчас он защищен от попадания пальцев или что-то такое. Это все имеет сертификацию, все безопасно. Да? Не будем бояться, что вы раздавите себе палец, руку или что-то повредите. Да? Кладем сюда кусочек мяса, закрываем, поршень падает, разбивает его мгновенно в карбонад. Вытаскиваем, забираем следующую. Многие производственные цеха пользуются, жаря всякое такое. У него есть две насадки. Одна рифленая, типа для куриного гироса. Одна более плоская, допустим, для говядины. Или, допустим, для каких-то рулетов там можно делать. Здесь, значит, вот так открывается, поднимается вот так и одной рукой все, бах, поставили. И потом заменили также диск легко. Видите, чик-чик. Замена диска происходит элементарно. Это все можно снять, помыть. Я скажу так, что даже небольшая такая карбонадница у нас в городе Риге, которая до этого отбивала 500 карбонадов в день, ее повара просто могли бы на колени встать перед таким аппаратом, да, которым приходилось в день молотком отбивать 500 карбонадов. 500 карбонадов, а 1500 карбонадов, плюс рулеты, плюс гирос. В общем, кстати, он подключен. Можем посмотреть, как это быстро происходит. Нажимаем. Все готово. Следующий. Все, идеальная штука. В общем, тут толщину регулируешь. В общем, очень рекомендуем. Посчитайте свои денежки. Аппарат стоит чуть-чуть больше 4000 в нетто цене, плюс НДС. Но это того стоит, он быстро окупается. Если это вам нужно, очень быстро окупится. Дальше чуть-чуть маленький экскурс. Этот аппарат просто рекомендуем, он нам по душе, и мы от него кайфуем. Вот это также самое, у них есть аппараты смешивания мяса, вакуумные аппараты. Это все высокого французского, еще раз повторю, качества. Это Dadox, Франция. Вакуумные аппараты, колбасные шприцы, мясные кутеры. То есть это такая сосиска, наполнители всякие. Есть салями резка или мясо резка, или карбонадонарезалка, которая подтягивает это все самое.
Вот так же самое есть разные пилы. Вот есть классный аппарат, он у нас в шоуруме тоже стоит. Это модель каттер с ножами. То есть, как происходит? Вот этот нож двигается так, этот нож двигается так, вертикально, горизонтально, плюс гильотина, которая обрезает кубик. Мы маленькое шорт-видео, может быть, вставим это видео, чтобы показать. Здесь, значит, ставится ваш продукт. Это может быть картофель, колбаса для кубика, для нарезки, соломка, мясо свежее или еще какое-то. И вот он, значит, выдавливает и там обрезает. Чтобы вам в салат идеальный кубик 8 на 8 сделать, такой аппарат, будет незаменим. Вы можете, конечно, руками резать или обычными овощерезками, которые разобьют и сделают кубик менее симпатичный. Можно вот таким аппаратом. Это один из самых маленьких аппаратов, но есть в жизни, можете других производителей, более большие такие вот аппараты. Пойдем еще дальше. Тут будет представлены какие-то мясорубки большие. Вот здесь мясо подкручивает под нож, выходит. Это уже такое промышленное оборудование. Так же самое. Здесь есть мясорубки поменьше. Это, в принципе, можно и для ресторана использовать. Очень хорошего качества. Вот можете подойти, приблизь, пожалуйста, вот эту вот гильзу. Сам Унгер, да, Унгер. Вот здесь видно, как это все качественно сделано, из какого металла, какие швы, все обработка. Аппараты данные идут с хорошего уровня пластики. Здесь, значит, есть еще и охлаждение. Видно, что он включен. Там внутри стоит компрессор. Для чего? Для того, чтобы когда мясо много перемалывается, не грелся вот этот шнек. Вот здесь вот, если я потрогаю, вот приблизь, пожалуйста. Он холодный. Вот здесь даже видно немножко конденсат. Он холодный. Для чего? Потому что мясо, когда много-много перемалываешь, там 300 килограмм в час, он греется, и чтобы вот это вот предотвратить, конструктора придумали его с охлаждением, вот эту гильзу, чтобы, понимать, для чего это нужно. Ну и так же самое, вот есть такие насадки. Вот тут можно сразу же мясо резать и делать бургер-формер. Или какой-то вот котлета-формер, да. То есть кидаете свежее мясо, он его выдавливает, и вот этой вот пластиной просто делает котлетку, и она вот сюда падает. И потом все у вас уже по граммажу, все четко, все нормально. Просто формируем или ставим в холодильник и готовим. И не надо взвешивать, тоже автоматизация прекрасная для такого оборудования. Ну и также есть автоматические слайсеры, точка для ножей, что именно конкретно здесь. Здесь вот есть нарезка для сыра. Ну и все остальное можно посмотреть на их сайте. Загуглите Dadox. Вот и сам мистер Dadox. Мистер Dadox. Вот, ладненько, все, всем пока. И, как всегда, что? Enjoy. Griffin GT. Твой проверенный партнер в гастромире.